Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы сделаем дизайн на второй руке нашей Дианы. Итак, у нас будет на второй ручке очень вкусный маникюр с арбузами. На самом деле фруктовая стилистика в этом году прям в тренде ногтевого мира. Все рисуют фрукты, фрукты рисуют разные, на любой длине, на любой вкус, любыми цветами, в любой технике. В акварели, гель-лаками, гель-красками, в лепке, где угодно, везде делают фрукты. Вот и мы с вами не станем исключением и поиграем в этом направлении. Сегодня у нас с вами будут арбузы. Для их выполнения мы покрываем ноготочки контрастными цветами. Это у нас зеленый и красный. Именно на красном фоне мы будем вырисовывать арбузики. Тут у нас в покрытии присохла какая-то мусоринка, видимо, где-то в лампе она к нам приклеилась или по пути в лампу на предыдущем слое, но мы потом заровняем это все финишем, и ее видно не будет. Как обычно, напоминаю вам, что я не умею делать непосредственно сам маникюр. Вы, конечно же, делаете его намного лучше, чем я. Я об этом знаю, я с этим борюсь, пока безуспешно. Но думаю, когда-нибудь, в конце концов, я маникюр таки в своей жизни побежу, в общем, что-нибудь с ним сделаю, и он будет таки у меня замечательный. Как я и говорила, остальные ноготочки перекрываем красно-оранжевым оттенком. Именно он будет у нас имитировать арбузную мякоть. Как обычно, все цвета покрываем на два слоя. Первым слоем я не дотягиваю в сторону кутикулы боковых валиков, а на втором слое уже эти места дорабатываю. А теперь переходим непосредственно к дизайну ногтей. Итак, на этом пальчике у нас будет очень много арбузных долек, которые будут друг на друга наслоены. Идею этого дизайна я взяла с какого-то слайдера, который я увидела где-то в интернете, в Пинтересте, я не помню конкретно где, но где-то я увидела слайдер, где было много-много вот таких вот арбузных долек. И держа эту идею в голове, даже не картинку этой идеи, а просто вот саму по себе идею, которую я где-то когда-то видела, мы вырисовываем дизайн. То есть, как выглядят арбузные корки, в принципе, все из вас представляют, да, арбузные дольки. Именно вот эти вот корочки долек мы сейчас вырисовываем. Сначала светло-зеленым оттенком намечаем для себя движение наших будущих элементов дизайна. Не знаю, как правильно говорить в этом месте, что-то у меня язык заплетается, не знаю, как это все правильно переозвучивать. В общем, намечаем те корки долек, которые у нас будут, именно как они будут располагаться в данном случае, и потом будем переходить уже непосредственно к прорисовке. Итак, одним оттенком зеленого наметили, другим более темным оттенком вырисовываем саму корочку нашего арбуза. А потом возьмем еще более темно-зеленый цвет и сделаем вот эти вот полоски на корочке арбуза. То есть будем имитировать непосредственно саму корку.
Кстати, фактура на корке делается очень легко и просто. Ставим небольшую капельку и ее слегка подтушевываем. При этом нам не нужно делать плавный переход из цвета в цвет, нам нужно оставить вот такие вот полоски. У нас арбузик будет полосатый. Ну а теперь прорисовываем непосредственно мякоть. Итак, нам нужно расставить светотени. Как мы знаем, в середине арбуз у нас чуть-чуточку темнее, чем по кончикам. Поэтому вовнутрь мы закладываем теневые моменты темно-красным оттенком. Как мы его сделали? Мы смешали вот тот цвет, которым покрывали, с капелюшечкой черного оттенка, получили темно-красный. Именно им вырисовываем тени. Главное в этом месте хорошенечко растушевываться, потому что мы прорисовали тени, растушевали, а теперь берем светлый оттенок и тоже его сюда немножечко втушевываем. Теперь перекрываем финишным покрытием и будем переходить к прорисовке. Все это нам нужно будет отконтурить черной красочкой и добавить зернышки. На самом деле время выполнения этого дизайна просто минимальное. Мы справились где-то минут за 15 на 2 пальчика с тем, что мы делали одну ручку, то есть мы подсушивали каждый слой отдельно. Но при этом смотрится это довольно вкусно и аппетитно. Камера, к сожалению, немножечко перевирает цвета. Не видно яркости красного. В жизни он чуточку поярче. И смотрится это все прям вкусно за счет сочетания вот этой вот контрастной пары зеленого и красного оттенка.
Для того, чтобы добавить еще немножечко яркости, добавляем светлой белой прорисовочки. Опять же, немножечко по корочкам, имитируя объем, по самим внутренним косточкам, для того, чтобы подсветить, расставить блики. И слегка выделяем еще арбузные корочки, для того, чтобы тоже сделать их немножечко светлее. Итак, вот такой вот маникюр со вкусными арбузами у нас получился. Нам с клиенткой он понравился, надеюсь, понравился и вам. Поэтому успейте повторить этот дизайн, потому что время арбузов сейчас только-только начинается, и, как я уже говорила, фрукты в тренде этого сезона. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!